Морозное утро солнечного Нового года. Как прекрасны цветущие орхидеи. Это реально рай на земле, когда солнце освещает и ласкает своими зимними теплыми лучиками. Вот стою на солнышке и чувствую, насколько тепло, приятно. И на душе, и физически, насколько это каждый лучик, освещая лепесточек, корешочек, листочек, орхидеюшек, конечно же, что может быть прекраснее того, что мы сегодня с вами увидим. Давайте окунемся в прекрасную, восхитительную атмосферу новых распусков моих орхидеюшек. Немножко пробежимся, посмотрим, создадим приятное настроение и позитив на сегодняшний день. Поехали! На второй полочке стеллажа располагаются орхидеюшки, которые были распущены достаточно давно. Это доцветает мой Лека Фантастик. Уже в окрасе он, конечно, потерял, потому что этим распуском уже я даже не знаю, сколько времени. Видите, даже зеленца пошла у колонки цветочка, потому что давно-давно цветет. Ну все, уже я вижу, что растение переходит в период вегетации. У него там новые листья, корни пораскуклились. Растем, растем, все у нас хорошо и замечательно. Вы посмотрите, что у меня распустилось. Это неожиданность. Это неожиданность предновогоднего распуска. Сейчас мы видим уже в полном распуске, в новом году, эту красоту. Когда я покупала эту орхидейку, я покупала по уценке. Она цвела уже цветоносом магазинным, потому что эта орхидея достаточно долго там находилась. Состояние растения было полная потеря тургора листиков. Она выпадала из горшочка. Мы вместе с вами ее реанимировали. Она великолепно себя чувствует. Покупала я эту орхидею. На ней было пара цветочков. И удивительное цветонаполнение и форма наполнения цветка. Сейчас я совершенно ее не узнаю. Часто такие орхидеи можно на привозах увидеть. Вот когда я ее покупала на реанимацию, она была совершенно другая. У нее вот на таком активном фиолетовом оттенке были множественные всполохи. Они располагались вертикально лепесткам. Необыкновенно цвела на момент покупки эта орхидея. Ну вот сейчас у нас вот такое цветение, первое домашнее, после полного восстановления орхидеюшки. Вот она какая. Грация, но она продолжает вот этой своей рыжиной создавать настроение. Это совершенно новые цветоносики, свеженькие этого года. Солнышко, конечно, помогает мне высветлять. Не только мне и камере высветлять цветочки. Ну зато посмотрите, насколько, когда солнечное вот такое вот видео снимается, и настроение у нас с вами совершенно другое. Посмотрите, какой у меня каскад сделала моя сияющая девочка. Ой, я таки балдею от нее. Посмотрите, как она меня закрутила. Вот тоже ее цветоносик. Вот он, смотрите, на боковой почке тоже в ту сторону отвернут. Ну и основной цветонос, он сюда вот так вот весь дугой. Она вот так сделала, скрутила. Хороша, необыкновенная, необыкновенная. Очень красивая. Она еще, кстати, ароматная. Мне многие писали: Ирин, ощутите аромат, она пахнет. Да, девчонки, она пахнет. Покажу вам, как она себя чувствует. У нее была небольшая проблема с листьями, но я вот сейчас смотрю, что я справилась. Вам расскажу обязательно про нее. Это будет какое-нибудь очередное видео по лечению растений. Все вы увидите. Так, ну немножко проберемся мы все-таки, наверное, на верхний стеллаж. Это вот, смотрите, красавица Charming Panda, которую я вам часто показываю. Вот она такая мощная. Все, пошел в распуск новый цветонос у нее. Посмотрите, тыльная сторона цветочков-то какая. Гляньте, девчонки и мужчины, посмотрите. Он отвернут. Я его обязательно достану, покажу. Но пока так. Так, ну что, распускается вот эта нежданность, которую я совершенно не ждала.
Даже не знала, что есть у меня цветонос на этой орхидее. Сейчас я ее, конечно же, поставила на передний план, потому что, ну, как можно разместить вот этот вот загнутый цветонос? Ну, смотрите, как красиво смотрится горшочек Каппадокии вот в общей посадке. И когда у него вот так снеспадающий цветонос в уровень горшочка. Мне, кстати, очень понравилось формирование цветоноса именно вот так. Но это возможно, конечно, если у нас с вами стеллажи такие соответствующие, и можно сформировать цветоносик, чтобы он действительно снеспадал на горшочек. Ну вот цветы в разные стороны. Посмотрите, какая у него необыкновенная окраска тыльной стороны цветка. Вы видите какой? Как будто заснеженные, полянка заснеженная, да, вот на основном ярком темном оттенке, вот эти вот белые. Смотрите, какая красота, он прям прорисован, прорисовка у него, боюсь сломать, вот видите какой хорош. Я очень его люблю, это уже второе домашнее цветение. Орхидея очень странно себя вела, но сейчас она выправилась, и у нее сейчас все хорошо. Очень долго не цвела после покупки. Несколько лет я ждала ее цветения. Но опомнилась. Опомнилась после пересадки. Она прям очень хорошо тронулась в рост. И у нее сейчас все замечательно, классненько. На Deep Secret, вот на этой вот каскадной красавице, у меня там новый цветонос растет. Отдельное видео вам обязательно сниму по нему. В полном распуске парфюмерная фабрика. Ароматная! Ох, как же она ароматит! У нее два цветоносика, вот такой вот. Я их соединила, получился очень пышный кустик. У парфюмерных фабрик не крупный цветочек. Размер цветочка где-то, наверное, 4 сантиметра. Но аромат, который источает парфюмерные фабрики, вот эта вот серия ароматных красавиц, созданная для нас, садовниками, это волшебство какое-то. Как же они ароматно и очень благородно, красиво пахнут. Вот, посмотрите, как распустился у меня мой баблец. Пузырики в переводе. Ну, хорош, я не могу. Я когда на него смотрю, это какой-то Дед Мороз с бородой и красными щеками. В тему новогодних дней. Вот такая вот красивая орхидейка. У нее, вот, кстати, посмотрите, и там вон цветоносик. Это детка цветет. Вон он выглядывает, видите? Там два цветочка и еще на детке, где... вот он, и еще один цветочек. Цветут на этой орхидее, то есть две детки и сама материнская орхидейка. Хорошенький каскадик. Она всегда так цветет. Милаха-милаха. Так, продолжает держать цветы моя бабочка, орхидея. Я не знаю, я вот когда вам сказала, что кимоно, многие сказали: Ирин, разве это кимоно, девчонки? Но мне кажется, что да. Сейчас, конечно, вы видите ее в лучах солнца светло, светленькая она такая, но мне кажется, что все-таки кимоно. Она чем-то похожа на черри-бабочку. Но у черри-бабочки я видела черри-бабочку, как она цветет. Достаточно часто у меня была возможность видеть прям вот воочию эту черри-бабочку. И я вам могу сказать, что нет, это не она. Но мне кажется, что все-таки орхидея кимоноха. Пойдемте дальше. Распустился бабушкин чепчик. Это орхидейка Summer Brass. Смотрите, какая красавица. Мы вместе с вами на канале называем эту орхидею бабушкин чепчик. А вы понимаете, что вышла мутация в этот раз на одном из цветоносов этой орхидейки? Видите, я шатаю, и шатается вот этот вот цветочек совершенно без роду и без племени. Неопознанный, не летающий объект, как я скажу. Видите? Первый цветок на новом цветоносе этой орхидейки – полная мутация. Посмотрите, какой-то из прародителей вылез. Но, вы знаете, меня всегда так забавляет эта история, потому что мне очень-очень нравится, когда среди правильных цветов, правильной окраски, правильного заявленного цветения возникает какой-нибудь обязательно гадкий утенок. Вот, но это так, знаете, в кавычках гадкий утенок.
это всегда очень-очень интересно, могу я вам сказать. Вот чепчик, видите, какой кружевной, как у бабули. Так, ну что, посмотрите, что у нас распустилось, как всегда. Ничего другого сказать не могу и прокомментировать тоже. Сейчас вы видите ее более выбеленной. Это орхидея скорее рыже-красная, рыже-красного оттенка. Солнышко активное, поэтому мы видим ее неестественную цветопередачу. Вот посмотрите. Как всегда, у нас заявленное цветение от садовника. Я покупала ее бабочкой. Вот мы как цветем. У нее, у паршивки этой, всегда такая история. Один лепесток бабочка, второй норм. Здесь вот мутация какая-то странная. Бабочка и непонятно что. Вот здесь абсолютный стандарт распустился. Видите? Абсолютный стандарт. А там вот две бабочки. Ну, посмотрим, как он будет дальше распускаться. Очень хорошенький у него всегда цветоносик, очень забавный. Покрытие плотное бутончиками цветоноса. И он, могу сказать, как яркий, красивый, мерцающий огонек. Распустилась орхидейка. Здесь, конечно, вот видите, места маловато ей, но по-другому не могу пока ее никуда переставить. Может быть, со временем куда-нибудь уберу. Смотрите, какая. Это орхидея, два цветоносика у нее в этом году. Вот. Узнаете, что за красавица? Лучи солнца ее высветляют. Она имеет бархатно-перламутровую структуру. Сейчас вы видите, как блестят ее лепестки. Орхидея стрит-данс, уличный танец. Она очень красивая. Я знаю, что у этой орхидеи есть еще другое название от других садовников. Я покупала ее как стрит-данс. Хорошенькие, коренастенькие такие цветоносики, покрывающие цветонос. Вот. Вот такая вот красивая, пестрая. Очень мне напоминает мини-версию цветения орхидеи «Азиатский дракон». Очень напоминает. Надо как-нибудь их вместе рядышком поставить, и вы поймете, что действительно это как мини-версия. Опускаемся уровнем ниже. В этом году меня, конечно, удивляет крупным цветком орхидея Snakeskin, змеиная кожа. Вы посмотрите, какая она крутая. Когда она стала распускаться, я только ходила, знаете, заглядывала, насколько же она в этом году распустилась крупными цветами. В том году она у меня цвела дважды, но цветочки были где-то процентов на 20 мельче. В этом году, посмотрите, какая она классная. Ох, когда цветет эта орхидея, ну, могу сказать, что необычное зрелище, согласитесь. Цветопокрытие, вот эти вот кружевные варианты, которые действительно напоминают какую-то змеиную кожу. Вот такая история цветения. В этот раз сколько получается? У нее 5 цветов будет. Но вы знаете, способность цвести этой орхидеи с последующим взрослением, она все чаще и плотнее покрывает своими бутонами созданные цветоносы. И когда эта орхидея достигает хорошего взрослого состояния, то она цветет божественно, множественными цветами, покрывая свои цветоносики. Вот она. Она у меня еще растет в мхе. Ох, какая же она хорошенькая. Ну, знаете, здесь даже она не хорошенькая, она очень эффектная. Очень эффектная. Продолжает держать свой каскад шикарнейший орхидея Big Lip. Чистый, белейший, кипельный, белоснежный. Что еще можно сказать? Как охарактеризовать? Это орхидея Crystal Water. Либо это кристальная вода, либо кристальный водопад. Но он действительно как водопад. Вы посмотрите, что делает. Изумительная орхидея.
в полном распуске моя красавица не алабастер, это другой цветочек. Вот, видите, какой у нее тоже нехиленький цветоносик в варианте один цветонос, второй цветонос, два цветоноса, и там еще есть боковые отводочки от основных цветоносов. Очень красиво цветет, мощное, красивое, вот такое вот объемное цветение. Вот, название точно не помню. Я помню, у меня девушка писала ВКонтакте, а я, к сожалению, не записала ее название. Распускается моя очень красивая орхидея. Это обалденная мультифлора, цветение которой я жду всегда. У нее покрытие цветами цветоноса просто какое-то необыкновенно плотное. Видите, как располагаются цветочек на цветочке. В этом году она цветет вот так. У нее там еще вон они цветочки. Но, к сожалению, вот плотно стоят орхидеи. Но знаете, здесь, наверное, не к сожалению. Здесь это наоборот круто. Чем плотнее стоят мои орхидеи, тем получается объемнее и плотнее их цветение. Сакуры также продолжают держать свои цветы, дорастили. Вот смотрите, опять доращивают цветоносы. Вот видите, что творят. Цветут, цветут, цветут. Какие-то бомбезные. Ну вот, смотрите, что делается. Вот посмотрите, что делается. И там цветонос у нас, и тут у нас несколько цветоносов. И тут же у нас распускается, знаете, как вот такая перекличка розовых орхидей. Сакуром цвести, цветем. Мультифлора красавица, вот эта розовая, цветет. Очень красиво все это смотрится на фоне темного оттенка орхидеи Армион. Орхидея Формоза. Вот у нее боковые отросточки от основного цветоноса. Разнонаправленные. Вот. Ну, хорошенькая, она такая необыкновенная. Многие мне пишут: Ирин, да, это правильно Формоза. А как-то мне зрительница канала написала: это не Формоза, какое-то другое название написала. И знаете, я могу сказать, что это 100% орхидея Формоза, бабочка. Вот, может быть, есть у этой орхидеи другое название, а другого садовника. Ну, вот так вот, каскадисто, мощно, красиво, плотно, объемно, удивительно, восхитительно. Они цветут. Ну и вот тут мы немножечко пройдемся с вами. Вот он, биглип, который очень многим понравился. Пожалуйста, одним цветоносом, равно как я вам и говорила, недолго держит он цветы, 1,5 месяца, не больше. Ну вот особенность у этого биглипа такова, но цветет он просто незабываемо, как крупные цветы. Вот так вот, посмотрите. Тоже есть перьевые прожилки розового цвета на основном желтом цвете этой орхидеюшки. Я закрыла даже от солнышка орхидеи, потому что снимать невозможно, полный пересвет идет. Так, давайте дальше смотреть. Ну вот что сейчас я вам могу показать в этой стороне. Там тоже мы пройдемся, но в каком-нибудь уже будущем видео, потому что там, поверьте мне, там есть что показать. Там и ангел распустился, и Стаська моя распустилась бабочкой, и орхидея Сезам, Клеопатра, чего там только нет. Но, к сожалению, в формат одного видео все впихнуть невозможно, как мне девчонки написали. Манхэттен распустился и уже не знаю, сколько времени держит свои вот эти вот цветочки. Они крупные в этом году. Он меня в этом году просто удивляет, поражает таки своим размером цветочков. Вот он, видите, везде. Как мне нравится, когда сочетание разных оттенков цветения моих орхидей, вот они, знаете, они цветоносами просто целуются. Это так круто, это так красиво. Распускается красавица, сладкая девочка. Вот она. Она очень яркая. Вот посмотрите, распускается более блекло. А вот эти цветы, которые ранее были распущены, они становятся ярко-желтыми. Даже иногда покрывается вот эта вот плотная яркость цветка желтого. Иногда она аж даже такая вырви глаз, аж кислотный желтый такой оттенок
получается на этой орхидеюшке. Каменная роза где-то уже начинает скидывать цветы. Каменной розе моей старушечки, которая очень объемно в этом году цветет. Суховат воздух. Я это вижу, вот посмотрите, вот по таким проявлениям на лепестках, видите, как бы немножечко подсыхают краешки. 100%. Я знаю, о чем я говорю, потому что с этой каменной розой мы давным-давно, и я понимаю, когда вот на моей каменной розе вот такие проявления, это значит сухой воздух. Она достаточно быстро тогда отцветает. Девчонки, ну ничего в этом году не могу поделать. Мороз и солнце день чудесный делает в наших домах, к сожалению. Ну как, к сожалению, наши батареи топятся так, что жара стоит какая-то неимоверная и очень сухой воздух. Смотрите, вот у меня 28%, но это вчера на ночь здесь были политые растения, то есть влажный грунт. А так у меня вчера утром здесь было 20%. Увеличивается, потому что я руками держу датчик. То есть это очень сухой воздух для орхидеюшек. Ой, распускается великая семейка, это мамочка, которая закрыта цветоносом из точки роста. На ней находятся 4 детки, и в этом сезоне цветут 3 детки. Распустился цветонос одной из деток. Вот он какой, тоже интересная такая. Она мне понравилась. Это покупка 8 марта. Какого же года? 2020 что ли года? Я вот точно не помню. По-моему, да. Вот они, видите? Как они красивые. Это полянка. Это полянка восхитительно изумительных орхидей. Ну что еще сказать? Сейчас вы их видите в лучах солнечного света. Конечно, они намного ярче выглядят. Но тем не менее, все-таки солнышко – это наша с вами жизнь. Это цветение наших любимых орхидей. Ну и наша, конечно же, земная любовь вот к этим великолепным красавицам. Дальше, наверное, мы с вами уже гулять не пойдем по орхидейкам. На сегодня я закончу свое видео. Yellow Cow. Без нее никак. В показ она просто-таки просится. Не показать ее невозможно, хотя бы немножко уделю ей внимание. Она в этом году с ума сошла. С ума сошла. Как же она цветет шикарно в этом году. Все, девчонки и мужчины, желаю вам восхитительного цветения ваших любимец. Всего вам самого-самого наидобрейшего, крепчайшего, богатырского здоровья. Всем пока-пока. До новых встреч.